Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, дамы и господа. Всем привет. Меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим, обсуждаем музыку. И сегодня я вас приветствую на торжественном событии, которое знаменует начало одного из самых долгожданных периодов, ну, лично для меня точно, подведения итогов года музыкальных, естественно. И сегодня у нас с вами такая первая из трех наших важных церемоний. И сегодня мы будем чествовать лучшие песни 2021 года. Ну, а если по-простому, я просто вам расскажу свой топ песен 2021 года. Так вот, как обычно, небольшое предисловие. Естественно, любые топы, которые я составляю, это мои личные топы с моими личными оценками. Однако я их составляю не как чей-то там фанат или какой-то слушатель, все-таки я стараюсь от них более-менее абстрагироваться и составлять с точки зрения обзорщика, музыкального критика, называйте как хотите. Однако все равно присутствие или отсутствие кого-либо из ваших любимцев – это только лично мое мнение. И это первый раз, когда я составляю топы лучших песен, потому что обычно мне сложно и с песнями, знаете, намного труднее, чем с альбомами разбираться. Однако в этом году я потратил много времени и очень много бумаги, потому что топы я люблю записывать и составлять все не на компьютере, а, знаете, вручную. В общем, бумаги я потратил немерено, однако кое-как, иногда с горя пополам, иногда нет, у меня получилось составить мой топ-20 песен, которые я бы хотел, знаете, вот оставить в своей памяти, как хорошая, сильная двадцатка уходящего года. И так как у нас с вами, знаете, тут премии, вообще серьезное мероприятие, я даже в рубашке. К сожалению, у меня нету кубка или какого-то приза, чтобы вручать нашим потрясающим победителям, которых я буду озвучивать, поэтому я предлагаю, что мы их будем чествовать этим потрясающим, невероятным, красивым, люксовым французским лимонадом. То есть это будет вместо нашей награды, мы будем вручать их нашим победителям. Как я и сказал, всего их будет 20, и места с 20 по 11 я назову просто вам списочком, а вот про топ-10 мы поговорим чуть-чуть поподробнее, ну и, наверное, хватит предисловий. Чё, поехали. Ну, и я думаю, самое время приступить к объявлению топ-20. 20 место. Джастин Бибер, Peaches. 19 место. Go Away, Шум. 18 место. Лизо и Карди Би, Rumors. 17 место. Лана Дель Рей, White Dress. 16 место. John Steers, To Universe. 15 место. Lil Nas X, Montero. 14 место. Little Sims, Introvert. 13 место. Japanese Breakfast, Be Sweet. 12 место. Doja Cat и SZA, Kiss Me More. 11 место. Адель, Easy on Me. Я поздравляю наших прекрасных артистов, которые вошли в топ-20, и хочу им презентовать этот великолепный лимонад. Ребятки, можете приехать ко мне и попробовать его, и выпить только по маленькому глоточку, потому что у нас впереди еще целая десятка. Ребята, за вас. Ну что, и теперь пора переходить к нашему топ-10. 10 место. Lord Solar Power. Блин, я это буду после каждого показывать. Это наша награда. Все, это будет нашим приколом. Лорд в этом году подарила нам такую новую себя с небольшим переосмыслением своей карьеры и музыкального пути и развития. И я считаю, что у нее это получилось весьма хорошо. Трек Solar Power такой легкий, такой воздушный, очень летний и прекрасно звучащий. Такое соединение с природой, новый путь развития. Я считаю, что все это работает весьма и весьма неплохо от лица Лорд. И я постоянно слушал песню в теплые деньки в этом году. Я уверен, что в следующем году, когда снова потеплеет, я включу эту песню еще не один раз. Очень такое динамичное, плавное развитие, но при этом концовка довольно яркая, звучит великолепно, и поэтому она занимает почетное 10 место в моем топе. 9 место. Kanye West и Jay-Z.
Jail. Скажу честно, на альбоме Донда достаточно песен, которые я очень сильно полюбил и которые мне нравятся. И решил я выделить именно Jail, потому что, во-первых, тут все сложилось очень красиво и хорошо. Kanye West, Jay-Z с просто великолепным куплетом, очень яркий, очень запоминающийся бит и в целом хорошо звучащая и хорошо сведенная композиция, а это не везде случалось на этом альбоме. Я знаю, что очень многие при этом выделяют трек Hurricane The Weeknd'ом, и лично меня он, если честно, не особо-то и произвел какое-то впечатление. Однако на альбоме хватает отличных композиций, и конкретно здесь я считаю, что Джейл работает отличным таким, знаете, лицом этого альбома. Восьмую строчку занимает Лана Дель Рей с треком Black Bathing Suit. Для меня эта песня стала жемчужиной альбома Blue Bannisters, во многом потому, что это очень новое экспериментальное звучание от самой Ланы, где она по стилистическому рисунку, по инструменталу довольно необычному, по вокальным приемам больше походит на Фиону Apple, чем на знакомую нам Лану Дель Рей, и мне это очень понравилось. Трек необычный, довольно сложный, там очень много слоев, он структурированный. Я такое очень люблю в музыке, когда она, знаете, такая неоднозначная, и тебе нужно прям нырнуть глубоко и покопаться, чтобы понять композицию. У меня это сработало, песня великолепная, слушаю ее очень часто и считаю, что это, знаете, такая жемчужинка коллекции Ланы Дель Рей. Седьмое место. Тайлер The Creator с треком «What's a Name». Тайлер умничка. Тайлер продолжает меня радовать своим новым материалом каждый раз, когда он его выпускает. И, естественно, я не мог не выделить, один из самых ярких треков с его альбома «Call Me If You Get Lost». Это просто, великолепно сделанная композиция. Снова же Тайлер очень плавно передвигается между жанрами. Тут опять же такой рэп, хип-хоп, поп все сразу. И это здорово, когда человек настолько мультижанровый, что даже Грэмми, не может разобраться, в какие категории его впихивать, и в итоге он опять пролетает со всех важных номинаций. Шестое место и право выпить чуть больше глоточек этого прекрасного лимонада занимает Coldplay с песней Coloratura. Как я уже говорил в случае с Ланой Дель Рей, я обожаю сложно структурированные треки. И тут Coldplay просто знаете, вот выдали все, что могли. Это 10-минутный трек, он сложный, там очень много слоев, там сменяется настроение, там какие-то просто внеземные интересные инструменталы, и это здорово. Эта песня настоящий бриллиант их альбома, звучит великолепно, и, как я говорил в своем обзоре на их альбом Music of the Spheres, только ради этой песни альбом имеет право на существование. Пятое место занимает Оливия Родриго с треком Good For You. И я не уверен, совершеннолетняя ли Оливия Родриго, поэтому хорошо, что данное пойло безалкогольное. Оливия Родриго, по сути, на своих хрупких плечах втащила тинейджерский такой поп-рок легкий снова в чарты. Мы видим это в Billboard Hot 100, мы видим это на первых строчках, и это здорово. И в целом, если так, знаете, следить за музыкой, именно как двигаются жанрово, поп снова возвращается в чарты, чему я несказанно рад, и в этом есть заслуга Оливии Родриго и трека Good For You, как я считаю. Он сильный, он четкий, он яркий. Это такое, знаете, вдохновление Аврин Лавин из нулевых, но при этом хорошо осмысленное, приятно звучащее и даже не особо надоедающее. Хотя для меня песня немножко позже дошла, чем до всех остальных в плане принятия. Однако последние несколько месяцев я ее слушаю, и все вообще великолепно. Оливия молодец. Good for you. Муа. Четвертое место. Silk Sonic Leave the Door Open. В целом, дуэт Бруно Марса и Андерсона Пака, двух великолепных, талантливых ребят, просто не мог не получиться. И тут у нас, знаете, такое полное погружение, полный камбэк в 70-е, тут у нас абсолютно соул, звучание не очень-то и современное, они, видимо, этого даже не пытались. И хрен с ним, ребята, это настолько круто звучит, это настолько выверено, вкусная, великолепная, душевная композиция. Такое никогда не может надоесть, даже лет через 10. Вот у Бруно Марса есть чуечка, знаете, на такие песни, которые вот оставят свой след во времени. Он уже так делал, когда у них с Марком Ронсоном получилась Uptown Funk, которая,
Давайте честно, одна из сильнейших песен десятилетия. И у трека Leave the Door Open, я считаю, тоже есть шансы стать, знаете, той самой вкусненькой песней. Ну и что, мы подобрались к топу 3, и я думаю, что топу 3 мы позволим не просто, знаете, глоточек сделать этого лимонада, а прям выпить целый бокал. И третье место занимает Lil Nas X и Джек Харлоу с треком Industry Baby. Это потрясающе выверенный на 101% поп-трек. Как же это здорово. Я не считаю это каким-то там особо хип-хопом или тем более рэпом. Нет, это поп-композиция. Мы ее судим как поп-композицию, и это абсолютно соточка. Звучание, флоу, подача, такие виральные клипы. Это все сработало великолепно. Lil Nas огромный молодец. И, как вы видите, это его уже второе попадание в мою топ-двадцаточку. Просто здоровские песня, великолепная. Такая, знаете, попса высокого уровня. Это круто. Второе место занимает Адель с треком To Be Loved. В целом, это одна из самых сильных песен в карьере Адель. Это самая честная песня в карьере Адель. Это самая чувственная песня в карьере Адель. Это просто вот обнаженная душа. Это такой вот нерв, который раньше она нам никогда не показывала. Это настолько проникновенная баллада. Она такая душевная, она такая эмоциональная. Она такая, красивая, что при первом прослушивании я пустил слезу. При втором тоже. Возможно, даже при третьем. И как я и говорил в обзоре на альбом 30, это абсолютно лучший трек с этого альбома. Потрясающая композиция, в которую вложено так много мыслей, чувств, переживаний и личной истории, что такое просто не может не цеплять. И кто, как не Адель, может такое сделать? Все-таки давайте вспомним, что ее, такая песня, которая войдет в историю, это Someone Like You, которая берет тем, что она открывает свою душу, повествует вроде простую, но такую эмоциональную, всем знакомую историю, что это трогает абсолютно каждого. Тут в песне To Be Loved плюс-минус такая же ситуация, только эта песня еще тяжелее. Браво. Ну и что, мы подобрались к победителю, и в целом победитель этого топа – это песня, из-за которой я и задумал этот топ. Потому что, скажу честно, обычно у меня не получаются топы песен, потому что каждый год их выходит много. Каждый год выходит много хороших песен. Я даже скажу, сотни хороших песен. Каждый год выходит пару десятков великолепных песен. Но не каждый год выходят песни, которые я могу назвать не просто великолепными, а песнями, которые цепляют на таком каком-то душевно-внутренне-чувственном уровне, что ты не можешь описать, что ты именно чувствуешь, но когда ты слушаешь эти композиции, у тебя внутри что-то невероятное просыпается, тебя прям мурашками обсыпает, и таких песен действительно мало. Например, для меня, как пример, это не все. Подобные композиции – это, например, Fix You от Coldplay, это Богемская рапсодия от Queen, это Hey Jude от Beatles, это Hello и Someone Like You от Adele. То есть это композиции, в которых хочется потеряться, слушая которые ты забываешь абсолютно обо всем, которые настолько здорово структурированы, они настолько проникают внутрь тебя и какие-то вот просто животные чувства в тебе пробуждают, что ты, слушая эту песню, просто отдаешься ей целиком. И в этом году вышла такая песня. И я, в принципе, знал, что она будет моей первой еще в момент первого дня ее выхода. И эта композиция и моя песня года в этом году, вне всякого сомнения, Happier Than Ever, Билли Айлиш. You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I never treat me this shitty. You made me
У нее с Финесом вместе с этой песней получилось создать, ну, такую магию, можно сказать. То есть песню, которая работает как-то вне пределах твоего разума. Мне очень понравилось, как она структурирована, такое, знаете, спокойное балладное начало, которое неожиданно перерастает в такую большую, крупную рок-балладу, которую ты, во-первых, не ожидаешь услышать от Билли Айлиш, она такого не делала раньше. А во-вторых, это настолько неожиданно и круто сочетается, и просто, ну, в этих ее словах, ну, естественно, вторая часть песни намного круче, чем первая, ты настолько теряешься в этом моменте, ты настолько ему отдаешься, что, ну, такие песни действительно выходят очень и очень редко. И очень здорово, что в этом году такая вот у нас одна появилась. Поэтому поздравляю, Билли, в мою личную историю топов ты как минимум вошла. Крутая работа, спасибо. Вот такой вот у меня получился топ-20 песен уходящего 2021 года. Полный списочек прописанный я помещу в своем телеграм-канале Showbiz. Если кто-то еще не подписан, приходите. И самое важное и интересное, напишите в комментариях ваши самые любимые песни года, если наберется десятка или двадцатка, или там 50, 100, сколько угодно, пишите, мне будет безумно интересно почитать. Возможно, какие-то песни я для себя открою новенькие. Я же не мог все переслушать в этом году. Мне было бы безумно интересно почитать, вообще, как бы, знаете, активность подгонять, комментарии, все дела. И леди и джентльмены, и все остальные. На этом мы с вами прощаемся. Первая часть, или как, первый день нашего наградного сезона подходит к концу. Нашим победителям отправляется этот великолепный приз, эта награда, это французское производство, блин, не могу. Впереди нас ждет еще два топа. Это топ худших альбомов 2021 года, который мы тоже будем праздновать, потому что, знаете, стать худшими – это тоже достижение. Ну и, конечно же, в конце года будет топ лучших альбомов года. Всем большое спасибо за просмотр. На сегодня у меня все. Всем пока.